В традиционном понимании парни выбирают себе возлюбленную помладше или хотя бы отдают предпочтение ровесницам. Но в любой закономерности бывают исключения, когда партнеры не придают значения возрасту. Американцы Лия и Джей Бирхэм поженились еще в начале 21 века, а разница в 34 года совсем не смущала молодоженов. Рассказываем, как сложился брак подростка и взрослой женщины, которые не побоялись осуждения общества. Будущие супруги познакомились на работе в молодежном совете, где 51-летняя Лия занимала руководящую должность. Она пыталась научить юношу водить машину. Им просто было комфортно рядом, особенно когда они слушали музыку. Мир будто переставал существовать, а с каждым месяцем встречи были чаще. На 8-й неделе прозвучала песня Элтона Джона, которая навеяла влюбленным романтичное настроение. В тот день случился их первый поцелуй, который не на шутку испугал обоих. Джею, у которого до Линды были лишь мимолетные подружки, потребовалось 3 дня, чтобы оправиться от шока. Алия переживала из-за возраста, ведь случившееся казалось ей чем-то неправильным. «Я просто подумала, это неправильно. Я чувствовала себя ужасно. Но я была в разводе 5 лет, все мои дети выросли», — призналась она. Женщина удивилась настойчивости юного ухажера и решила посоветоваться с родными. Конечно, 13-летний Алан и 17-летний Саймон были шокированы, но счастье матери для них оказалось важнее любых предрассудков. С появлением Джея ее жизнь заиграла новыми красками, поэтому она пошла на риск. Друзья и близкие не верили в отношения влюбленных, но с каждым днем их чувства становились только крепче. Когда спустя 8 месяцев Лия и Джей решили пожениться, окружающие отказывались воспринимать всерьез эту новость. «Мы поженились в июле 2001 года на пятницу 13-го, и все говорили нам, что мы не должны этого делать, так как это был неудачный день», — рассказал Джей. Как будто сама судьба была против неоднозначного романа. По дороге в ЗАГС у них сломалась машина, а платье невесты не подошло по размеру. Но ничто не могло помешать им в самый счастливый день в их жизни, ведь все зависело от самих молодоженов. «Я просто надела костюм попроще. Мы были рады поехать на автобусе на свадьбу, но наша семья забрала нас позже», — рассказала Линда. До последнего родители жениха были уверены в том, что это временное увлечение, но своим поступком сын доказал обратное. После свадьбы супруги основали семейный бизнес и не 1 год работали вместе в пекарне. Со временем родители приняли выбор сына, и хотя мать Валерии была на 12 лет младше своей невестки, они стали очень близки. А отец парня посчитает женщину своей дочерью, которой у него никогда не было. Вместе с папой супруги ездили на отдых и, конечно, зачастую Джея принимали за сына своей любимой. «Конечно, люди всегда думают, что я их ребенок, а они мои родители, но мы просто смеемся над этим», — сказал Джей. Когда окружающие узнают правду, у них, само собой, возникают вопросы к представителям нетрадиционного союза. В какой-то момент действия недоброжелателей доходили до абсурда, ведь паре не раз разбивали стекла в доме или машине. Больше всего пару раздражает двуличное восприятие разницы в возрасте, потому что когда девушка вступает в связь со зрелым мужчиной, отношение к таким парам не бывает настолько радикальным. Несмотря на предубеждения и чужое мнение, в этом году супруги Бирхэм отметили 20-ю годовщину брака. Со временем их отношения стали только крепче, а семейный бизнес продолжает развиваться. Супруги планируют открыть уютное заведение недалеко от своего дома в Хардкорте. Сегодня юноша с русыми волосами уже 38, а его 72-летняя супруга гордится своими 7 внуками. В браке с пожилой женщиной он научился говорить о своих чувствах, и каждый раз мужчина видит отдачу со стороны любимой. Ты не прекращаешь заниматься любовью, когда тебе далеко за 60. У нее все еще есть этот драйв. «Я не знаю, почему люди думают, что ты будто умираешь в плане интима», — добавил Джей. Секрет счастливых отношений очень прост, ведь, по мнению семейства Бирхэм, важно просто быть рядом с человеком, которого ты искренне любишь. Они испытывают счастье, проводят время вместе и даже после ссоры не могут уснуть, пока не придут к какому-то компромиссу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.